Брайан только что успешно спас тонущего слоненка. Когда он наблюдал за воссоединением спасенного детеныша с его матерью, стадо сделало нечто невероятное, чтобы отблагодарить его, что лишило его дара речи. Брайан, преданный своему делу рейнджер в национальном парке Элефант, патрулировал обширные территории вместе со своими коллегами-рейнджерами. Пока они прогуливались по парку, их внимательные глаза осматривали горизонт в поисках каких-либо признаков неприятностей. Внезапно внимание Брайана привлекла суматоха неподалеку. Стадо слонов, казалось, было в смятении. Он подал знак своим товарищам-рейнджерам, и они поспешили к месту происшествия. Когда они приблизились, Брайану позвонила по рации Кортни Куция, фотограф дикой природы, которой посчастливилось оказаться на месте разворачивающейся драмы. Кортни, поглощенный своей работой, запечатлевший величие слонов, стала свидетелем душераздирающего инцидента. Голос фотографа дрожал от беспокойства, когда она рассказывала Брайану об отчаянной ситуации. Кортни в тот день отправилась в парк, ожидая обычные съемки нежных гигантов в их естественной среде обитания. Пребывая в блаженном неведении, Онф восхищалась грацией слонов, пока знакомые трубные звуки не приняли необычный оборот. Некогда ритмичные звуки теперь несли в себе ощущение срочности и беспокойства. Встревоженная Кортни схватила свое фотографическое оборудование и бросилась к источнику беспокойства. Ее разум метался от страха, представляя возможный конфликт между слонами и хищниками. Когда она добралась до места, глаза Кортни расширились, когда она увидела сцену, от которой у нее перехватило дыхание. Слоненок потерял равновесие у водопоя и барахтался в воде. Стадо окружило попавшего в беду слоненка, их коллективное трубное пение создавало симфонию беспокойства. Казалось, они не могли вытащить малыша, и тяжесть их величественных ног, топающих по илистым берегам, превращала поилку в скользкую лужу. Брайан и рейнджеры прибыли как раз вовремя, чтобы увидеть, как берег рушится под тяжестью стада, и слоны поспешно отступают. Вспотевший и встревоженный Брайан оглядел пейзаж, и его глаза расширились, когда он увидел удручающую сцену водопой, где крошечный беспомощный слон изо всех сил пытался освободиться из грязной ловушки. Пока Брайан и Кортни наблюдали за происходящим, их захлестнула волна осознания. Стадо не собиралось бросать слоненка на произвол судьбы. Почувствовав бедственное положение своего пойманного в ловушку потомства, величественные гиганты собрались вокруг сопротивляющегося младенца. Огромная мать громко затрубила, и остальная часть стада присоединилась к ней, как будто организовывая призыв о помощи. Осторожно, чтобы не поскользнуться в грязи, стадо окружило пойманного в ловушку младенца, их массивные тела образовали защитный круг. Брайан наблюдал, как слоны общались тихим урчанием и нежными прикосновениями. Это было так, как если бы они разрабатывали план, стратегию спасения своего малыша. Воздух потрескивал от ощущения срочности, и любой, кто стал бы свидетелем этой сцены, поразился бы интеллекту и сопереживанию, исходящим от этих великолепных созданий. С решимостью, запечатленной на их лицах, слоны сосредоточили свое внимание на грязной насыпи. Один за другим они приближались к краю водопоя, опуская хоботы, чтобы зачерпнуть воды на сухую землю. Идея была ясна: намочить стенки ямы, чтобы размягчить твердую, как камень, грязь, и слоненку было легче выбраться наружу. Брайан наблюдал за слаженными усилиями стада с широко раскрытыми глазами. Их коллективная сила казалась безграничной, и сама сила их действий создавала рябь на воде. Когда слон разбрызгивал воду на грязь, Брайана охватило чувство надежды, но оно быстро исчезло, поскольку грязь оставалась неподатливой. Слоненок, все еще находящийся в ловушке, издавал сигналы бедствия, которые трогали за живое любого, кто был свидетелем борьбы. Фотограф Кортни,
осознав важность момента, включила свою камеру. Уверенными руками она запечатлела замысловатый танец слонов, когда они пытались спасти своих. Несмотря на неустанные усилия слонихи, малыш остался в ловушке в неумолимой грязи. Стадо, не испуганное неудачей, активизировало свои попытки. Но по мере того, как солнце опускалось все ниже, а среди слонов росло разочарование, Брайан почувствовал необходимость действовать безотлагательно. Скорбные стоны матери эхом разносились в воздухе, душераздирающее свидетельство ее отчаяния. Слоненок, измученный тщетной борьбой, казалось, проигрывал битву с неподатливой грязью. Брайан обменялся решительным взглядом со своей командой рейнджеров, понимая, что они больше не могут полагаться исключительно на усилия слона. В ходе приглушенного разговора команда разработала план. Брайан кивнул, понимая, что их вмешательство имеет решающее значение. Они решили привести экскаватор, намереваясь разрушить упрямую глинобитную стену, в которой был заключен слоненок. Однако, когда массивная машина с ревом ожила, реакция стада была неожиданной. Воздух наполнился напряжением, когда слоны, взволнованные и встревоженные посторонним звуком, неодобрительно затрубили. Само вмешательство, призванное помочь их усилиям, стало источником страха для слонов. В попытке защитить своих детенышей и отразить то, что они воспринимали как угрозу, стадо сомкнуло ряды вокруг слоненка. Колоссальные существа, в их глазах отражались беспокойство и взволнованность, оттолкнул ребенка еще дальше от края поилки, непреднамеренно сделав ситуацию еще более сложной для пострадавшего слоненка. Став свидетелем непредвиденных последствий их первоначального плана, Брайан осознал необходимость немедленного изменения стратегии. В своей благонамеренной, но ошибочной попытке защитить ребенка слоны перекрыли все мыслимые пути для вмешательства команды рейнджеров. Брайан знал, что ему нужно придумать план, чтобы обеспечить безопасность как ребенка, так и стада. Быстрое мышление стало нормой момента. Брайан сплотил свою команду, и вместе они разработали план по созданию четкого пространства для вмешательства. Автомобили Range Rover и пикапы были стратегически расположены, образуя барьер между слонами и спасательной операцией. Рев двигателей, гудки и мигающие огни напугали слонов, но это было необходимым вмешательством, чтобы дать им пространство, необходимое для безопасного спасения. По мере приближения транспортных средств слоны, поначалу сопротивлявшиеся, начали медленно и нерешительно отступать. Их массивные тела двигались неохотно, но все же двигались. Воспользовавшись возможностью, Брайан и его команда направились к водопою, помня о тонком балансе между оказанием помощи слоненку и уважением к естественным инстинктам стада. Слоны, несмотря на свое временное отступление, оставались настороже на расстоянии. Теперь, когда стадо слонов рассеялось, а водопой освободился от их бдительного надзора, Брайан столкнулся с неожиданной проблемой. Первоначальные планы рухнули, не оставив ему четкой стратегии. Именно в этот критический момент рейнджер, подпитываемый приливом решимости, принял спонтанное решение. Он сам прыгнул бы в водопой, пытаясь спасти слоненка. Не задумываясь, Брайан снял свою форму рейнджера. В самом необходимом он подошел к краю грязной ямы и сделал глубокий вдох. Холодная вода обняла его, когда он нырнул в водопой. Каждое его движение было обдуманным и подпитывалось глубокой связью с борющимся слоненком. Вода, густая от ила, подвергала испытанию каждый грибок Брайана, когда он подплывал к пострадавшему детенышу. Уставший и дезориентированный малыш почувствовал его приближение и издал низкий, настороженный звук, но Брайан дотянулся до малыша и начал осторожно направлять его к краю ямы. Настоящее испытание началось, когда он встал позади детеныша и толкнул его изо всех сил. Несмотря на то,
что слон был маленьким, он не был легким. Грязь, все еще упрямая и неподатливая, сопротивлялась их коллективным усилиям. Слоненок в замешательстве и страхе сопротивлялся тому, что он воспринял как еще одну угрозу. Брайан, настойчивый и движимый глубоким сочувствием, подал знак своим товарищам-рейнджерам о помощи. Они вошли в воду вброд, сформировав живую цепь, чтобы поддержать усилия Брайана. Объединенная сила команды начала приносить результаты дюйм за дюймом по мере того, как они подталкивали слоненка к краю. Когда они достигли края водопоя, перед ними встала новая задача. Слоненок, еще слишком маленький, чтобы понимать намерения людей, сопротивлялся перелезанию через край. Брайан, который теперь был по пояс в воде, принял смелое решение. Пока рейнджеры поддерживали малыша с боков, он забрался на спину слона, используя свой вес, чтобы уравновесить сопротивление ребенка. Это было рискованное положение, но интуиция Брайана подсказывала ему, что этот нетрадиционный подход может стать ключом к успеху. Слоненок, почувствовав дополнительный вес на спине, поначалу сопротивлялся еще сильнее, но по мере того, как Брайан продолжал говорить мягким тоном и гладить шершавую кожу ребенка, произошел едва заметный сдвиг. Сопротивление ослабло, сменившись неуверенным доверием. Совместными усилиями рейнджеры перевели ребенка через край, и листая почва под их ногами сменилась твердой. В тот момент, когда ноги слоненка коснулись твердой почвы, в воздухе разнесся ощутимый вздох облегчения. Кортни, бесстрашный фотограф, продолжала документировать разворачивающиеся события с помощью своей камеры, запечатлевая каждый нюанс спасательной операции. Когда Брайан и его товарищи-рейнджеры вышли из водопоя, забрызганные грязью и измученные, их внимание переключилось на теперь уже спасенного слоненка. Они предвкушали трогательный момент, когда детеныш протрубит и начнет искать свою мать, сигнализируя о триумфальном воссоединении. Однако, к их удивлению, слоненок не сразу направился на отдаленные звуки стада. Вместо этого он последовал за Брайаном и его командой, как будто установив неожиданную связь со своими спасителями-людьми. Рейнджеры обменялись взглядами, тронутые неожиданным поворотом событий. Связь, возникшая в разгар спасательной операции, казалось, преодолела границы между видами. Брайан и его коллеги, все еще перепачканные грязью, направились к своим машинам, чтобы привести себя в порядок, переодеться и попить воды. Слоненок, однако, оставался поблизости, в его глазах отражалось вновь обретенное доверие. Рейнджеры не прогнали малыша. Вместо этого они предложили угощение, чтобы помочь ему восстановить силы. Жест благодарности слоненку за то, что он позволил им принять участие в его спасении. Пока Брайан и его команда приводили себя в порядок, Кортни продолжала записывать разворачивающуюся сцену. Атмосфера была полна взаимопонимания и обмена опытом. Объектив камеры запечатлел тихие моменты общения между рейнджерами и слоненком. Теперь, когда детеныш наслаждался угощениями и духом товарищества своих новообретенных друзей-людей, рейнджеры знали, что на них лежит ответственность за воссоединение его с матерью. Они осторожно усадили ребенка на заднее сиденье одной из патрульных машин, обеспечив его безопасность и комфорт. Стадо слонов исчезло из виду, и рейнджеры отправились на задание, чтобы найти их и доставить ребенка и его с нетерпением ожидающей матери. По мере того, как они приближались к источнику звуков, настойчивость в голосе матери становилась безошибочной. Слоненок, уютно устроившийся на заднем сиденье патрульной машины, откликался своими собственными робкими криками. Связь между матерью и ребенком была очевидна даже в лесном эхе. Мгновение спустя они стояли перед возвышающейся слонихой, матриархом стада и давно потерянной матерью спасенного младенца.
В ее глазах отразилась смесь беспокойства и облегчения, и они остановились на крошечной фигурке на заднем сиденье патрульной машины. Рейнджеры, осознавая деликатность момента, почтительно держались на расстоянии. Они осторожно спустили слоненка на землю, позволив ему приблизиться к матери в своем собственном темпе. Ожидалось, что воссоединение будет радостным, наполненный теплыми объятиями и нежными моментами. Однако, как только рейнджеры собрались уходить, произошло нечто неожиданное. Слоненок, вместо того, чтобы побежать к своей матери, повернулся к людям, которые стали его спасителями. С удивительным проявлением привязанности малыш подошел к рейнджерам, протягивая хобот, как будто хотел еще раз прикоснуться к ним. Кортни, ее камера запечатлела каждый нюанс эмоциональной сцены, увеличила невинный жест младенца. Застигнутые врасплох неожиданным поворотом событий, рейнджеры обменялись взглядами, их сердца тронуло проявление благодарности со стороны спасенного слоненка. Когда их слоненок продолжил приближаться, мать мягко преградила ему путь, обхватив хоботом маленькую фигурку в нежных объятиях. Испытав боль от потери своего детеныша, она не могла позволить себе отпустить его снова. Каждая клеточка ее существа передавала яростную приверженность защите своего детеныша, приверженность, которая говорила об общей уязвимости всех существ на огромном ковре дикой природы. Рейнджеры, Кортни и вся сцена на мгновение замерли, свидетель мощной связи между матерью и ребенком. Когда Брайан и остальная команда, включая фотографа Кортни, завели двигатели, чтобы уехать, неожиданная остановка привела их в тупик. Стадо слонов, собравшиеся сейчас и наблюдающие за освобожденным детенышем, приготовило замечательный жест. Кортни поймала себя на том, что снова тянется за фотоаппаратом, понимая, что это еще не все. Запечатлейте самый прекрасный момент, который вот-вот развернется. Слоны, демонстрируя единство и благодарность, казалось, устроили синхронное представление. Как будто они практиковали это раньше. Величественные существа начали трубить в унисон. Мощные звуки резонировали в воздухе, каждая труба была искренним выражением признательности. Это был язык, который выходил за рамки простого восприятия на слух, проникая глубоко в сердца из тех, кому посчастливилось стать свидетелями этой сцены. Брайан и его коллеги, тронутые неожиданной симфонией благодарности, обменялись улыбками и помахали слонам в ответ. Подлинной связью между людьми и слонами было общее понимание, которое превзошло человеческие барьеры. Стадо с их величественными формами и волнующими душу звуками труб попрощалась со своими спасителями так, что это тронуло не только уши, но и саму суть их существа. Для Кортни этот день превзошел все ожидания. Неожиданные события, эмоциональные американские горки спасения и воссоединения, а теперь и симфония благодарности слона превзошли все, что она могла ожидать. Воспоминания, запечатленные не только ее камерой, но и запечатлевшиеся в самой ткани ее существа, навсегда останутся свидетельством глубоких связей, которые могут установиться между людьми и великолепными созданиями дикой природы. Какой прекрасный способ поблагодарить людей за их помощь. Прыгнули бы вы в грязную лужу, чтобы спасти дикое животное, попавшее в беду? Расскажите нам в комментариях ниже. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.